Мы с вами связали носочки с таким орнаментом нитями средней толщины на 48 петлях. Ознакомиться с этим вариантом можно при переходе по подсказке, расположенной в верхней части экрана, или по конечным заставкам в конце ролика. В этот раз выполним такие же, изменив рисунок. Пряжа средней толщины находится в диапазоне от 200 до 250 метров в 100 граммах мотка. Используя такую нить, для детских носочков я набираю 32 петли, для женских 48, а для мужских 56. Главное условие, чтобы количество петель было четным. Начало вязания голенище. Его мы выполним резинкой 2 на 2, все остальное чулочной вязкой. В резиночку можно запустить пару полосочек нитью контрастного цвета и выполнить полосу орнамента в полотне следочка. Вывязав стандартную пяточку, сделаем закрытие петель в 4 местах. С набором и вывязыванием петель можно ознакомиться в ролике «Как вязать спицами классическим способом», указанном в подсказке в верхней части экрана. Носки вяжут на 5 чулочных спицах одинакового диаметра со свободными концами с обеих сторон. Чтобы подобрать спицы под пряжу, сложим нить вдвое и, слегка скрутив ее в жгутик, сравним со спицей. Они должны быть примерно одинаковы. По умолчанию спицы должны быть в 1,5-2 раза толще одинарной нити для вязания. Начинаем работу с голенища. Отмерим кончик свободной нити, необходимый для набора петель. Можно измерить окружность ноги в предполагаемом месте окончания высоты голенища и добавить к этому отрезку 2-3 длины в зависимости от толщины нити. Для носков, как и для варежек, я отмеряю примерную длину, зажав кончик нити в ладони и оборачивая запястье 4 раза. На 2 спицы из 5, сложенные вместе, набираем 48 петель, ориентировочно для женских носочков. Если ваша пряжа толще, этого количества может быть достаточно и для мужских. У каждой мастерицы свой почерк вязания и разное натяжение нити, что тоже влияет на результат. Мы набрали 48 петелек. Извлекаем одну спицу из набора, распределяем на 4 спицы по 12 петель, располагая их перпендикулярно относительно друг друга. Первая, вторая, третья, четвертая. Соединяем начало и конец, переворачиваем. Визуально это выглядит как квадрат. Пятой спицей провяжем резинкой 2 на 2 по спирали в одном направлении нужное количество круговых рядов. Вязание происходит с наружной стороны, внутренняя часть считается изнаночной. Хвостик, оставшийся от набора, присоединив к рабочей нити, ввязываем в полотно на несколько петель. Мне удобнее начинать изнаночными петлями, вы можете сделать это лицевыми, результат будет тот же. 2 изнаночные, 2 лицевые. Раз, 2. Изнаночные петли я вывязываю, накидывая рабочую нить на спицу перед петлей, лицевые от передней стенки, то есть заводя спицу слева. Я практикую классическое вязание, поэтому все приемы и переходы будут согласованы с ним. Чередуя 2 изнаночные и 2 лицевые, провяжем петли первой стороны. Последние на этой спице получаются 2 лицевые. Перейдем на вторую, продолжая чередование, начнем с 2 изнаночных петель. Провязав петли со всех 4 спиц, мы закончили первый круговой ряд. Следующие круговые ряды будем выполнять по спирали резинкой 2 на 2 в одном направлении по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Каждый круг провязанных петель со всех 4 спиц составляет один ряд. Для наглядности место соединения начала и конца кругового ряда лучше отметить маркером. Один носок уже связан, мы должны выполнить идентичный. Здесь, после вывязывания 8 круговых рядов, нитью контрастного цвета добавлены 2 полосы высотой в 3 ряда каждая. Они перемежаются одной полосой, выполненной основной нитью, состоящей из 2 рядов. Вы можете украсить свое изделие иначе. Итак, провязав 8 круговых рядов, присоединяем ниточку другой расцветки, оставив кончик нити не менее 5 см. Нить основного вязания не обрезаем, оставляя ее с изнаночной стороны внутри трубы, отведя вправо. Провязываем первую петлю новой нитью, объединяем кончик и рабочую нить вместе, продолжаем вязать по рисунку обеими. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Когда двойная нить закончится, продолжим одинарной. Выполним 3 ряда зеленой нитью. Закончив первый ряд, плавно переходим на второй, игнорируя основную нить. Провязываем еще 2 ряда этой нитью. Следующие 2 ряда нужно выполнить нитью основного коричневого цвета. Затем, снова поменяв нить, не перекрещивая с прежней и не обрезая, провяжем 3 зеленых ряда.
Вязка резинкой с обеих сторон выглядит одинаково. Закончив вторую полосу, провяжем начало ряда на несколько петель нитями двух цветов. Это не нанесет урон внешнему виду изделия, зато обеспечит надежную маскировку кончика обрезанной нити в вязании. Сохраняя рисунок, провяжем петельки с первой спицы двумя нитями. Затем нить второго плана можно обрезать, не оставляя кончика. Продолжим выполнение голенища резинкой 2 на 2 на нужную высоту. В этом носке следом за последней контрастной полосой провязано 14 круговых рядов. Закончив последний ряд резинки, вывяжем пяточку. Для этого провяжем лицевыми петли двух следующих спиц, объединив их на одной. Провязываем лицевыми петли с первой спицы по порядку, затем со следующей. Последнюю петлю тоже провяжем лицевой от передней стенки. Петли двух спиц оказались на одной провязанными лицевыми. Это ровно половина нашего вязания. Некоторое время будем вязать туда и обратно только петельки этого фрагмента чулочной вязкой. С лицевой стороны лицевыми, с изнаночной изнаночными. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем от задней стенки, нить за работой. Перед нами изнаночный ряд. Провяжем его изнаночными петлями, но последнюю петлю ряда лицевой. Две спицы, поддерживающие резинку, задействованы не будут. Одна спица временно оказалась свободной, но она нам еще пригодится. Так как мы переходим в плоскостное вязание, то по умолчанию первую петлю каждого ряда снимаем не провязывая, последнюю петлю каждого ряда, как лицевого, так и изнаночного, будем провязывать лицевой. Вывяжем таким образом ровное полотно на высоту 12 рядов. По закону жанра это количество равно количеству петель на каждой из 4 спиц при вывязывании голенища. Мы выполнили заднюю часть пятки. Приступим к закруглению пятки способом убавлений в двух местах. Для этого нам нужно разделить эти 24 петли на 3 относительно равные части. Сначала вычтем из этого числа 4 петли убавлений, 2 раза по 2 петли. 24 минус 4 получается 20. 20 поделить на 3 равно 6,66. Получается 3 сектора, по 6 петель по краям и средние 8, разделенные убавлениями. Середина должна быть такой же, как крайние фрагменты, или чуть шире. Важным условием при расчете убавлений пятки является четное количество петель слева и справа от убавлений. В противном случае последний ряд вывязывания пятки уведет нас в противоположную сторону относительно направления вязания. При выполнении закругления середина пятки остается неизменной. Убавления происходят за счет петелек боковых частей. Провязываем первый ряд закругления. Первую петлю снимаем, провязываем лицевыми. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. А седьмую со следующей провязываем 2 вместе лицевой от передней стенки. Правое убавление укладывается органично. Провязываем 8 петель средней части пятки, следующие 2 провяжем 2 вместе лицевой. Для того, чтобы петельки левого убавления легли ровно, первую петлю нужно повернуть. Снимаем ее, не провязывая от передней стенки, вторую провяжем лицевой от передней стенки и протянем через снятую. Затем последняя часть пяточки, состоящая из 6 лицевых петель, включая кромочную. Мы провязали первый ряд убавлений. Продолжим закругление пятки. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 4 изнаночные, а дальше идет убавление. Для того, чтобы оно получилось органичным с лицевой стороны и петельки средней части пяточки легли ровно, нужно захватить обе петли, заведя спицу с лицевой стороны и провязать 2 вместе изнаночной. Затем 8 изнаночных и снова убавление. С этой стороны убавление ложится правильно. Провязываем 2 вместе изнаночной, как обычно. Дальше 4 изнаночные и 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. 3 лицевые. 2 вместе лицевой. 8 лицевых средней неизменной части пятки.
Для гармоничного убавления с этой стороны вывязывания пяточки мы снова снимем одну петлю, не провязывая, следующую провяжем лицевой и протянем полученную петлю через снятую. Затем 3 лицевые и 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, заводя спицу с лицевой стороны. Восемь изнаночных, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 1 лицевая, 2 вместе лицевой, 8 лицевых, 2 вместе лицевой со снятой петлей, 1 лицевая, 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, 2 вместе изнаночной, заводя спицу с лицевой стороны. Восемь изнаночных, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая кромочная. Поворачиваем вязание. Мы вышли на финишную прямую. Провязав последний ряд убавлений, закончим вывязывание пятки и продолжим носок. В начале ряда провязываем 2 вместе лицевой, забирая кромочную, 8 лицевых, 2 вместе лицевой. Одну петлю снимаем, кромочную провязываем и протягиваем через снятую. Все, пяточка сформирована. Получилась красивая и ровная. По краям пятки с обеих сторон в результате поворотных рядов образовались зубчики. Свободной спицей поднимем эти зубчики в виде петелек сначала слева от пятки и захватим одну протяжку из промежутка между спицами, чтобы не образовалось отверстие при повороте. Начнем провязывать набранные петли лицевыми от задней стенки спицей, на которой расположены петли пятки. Если вязать эти петли, как полагается, от передней стенки, то получаются дырочки. Заводя спицу справа, вывяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 последние, набранную петлю и протяжку провяжем 2 вместе лицевой. Провязываем лицевыми 12 петель со следующей спицы. В дальнейшем будем вязать только лицевыми, делая убавление слева и справа от пятки в месте перехода с одной спицы на другую. На следующей спице тоже 12 петель. Провязываем 11 лицевых, а последнюю 12-ю оставляем не провязанной. Поднимаем ближнюю протяжку, переснимаем петельку от передней стенки. Провязываем протяжку лицевой и протягиваем полученную петлю через снятую. Мы провязали 2 вместе лицевой с наклоном влево. На правой спице 12 петель. Поднимаем петельки края 4 стороны на свободную спицу, 8 зубчиков, и перемещаем на нее половину петель пятки, 5 петель. Провязываем 8 зубчиков на левой стороне пятки, как и на правой, лицевыми от задней стенки. Затем 5 петель половины пятки вывяжем обычным способом от передней стенки, заводя спицу слева. Теперь, когда наше вязание снова расположилось на 4 спицах, продолжим по кругу лицевыми, постепенно сокращая количество петель в 2 местах справа и слева от пятки до тех пор, пока на спицах не окажется снова по 12 петель. На данном этапе будем вести подсчет, начиная от середины пятки. Продолжаем вязать лицевыми петлями от передней стенки, считая петли. Выполнив обычным способом 12 петель с первой спицы, последнюю переместим на вторую, как она лежит. Провязываем со следующей петлей 2 вместе лицевой. Получилось убавление. Это первая петля на данной спице, вторая,
третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12. Всего 12 петель. При переходе на вторую спицу в верхней части носка убавления не делаем. Провязываем 11 лицевых, переснимаем последнюю петлю от передней стенки, провязываем лицевой первую петлю со следующей спицы, протягиваем ее через снятую. Получилось убавление. На правой третьей спице, как и было, 12 петель. Провязываем, считая петельки четвертой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С этой стороны больше убавления делать не будем. На этой спице тоже 12 петель. На спице, что следует за ней, тоже 12. И на четвертой тоже. На каждой спице из 4 по 12 петелек. Если вы хотите носочки поуже, сделайте еще убавление. Единственным условием будет одинаковое количество петель на спицах к завершению вязания, иначе убавления не будут симметричны. Дальше будем вязать носочек по кругу лицевыми этой же нитью до орнамента, закончив ряд на середине пятки. На связанном носке этот интервал равняется 12 рядам. Если возникла необходимость изделие немного заузить, можно сделать это в первом ряду орнамента, провязав в конце каждой спицы по 2 вместе лицевой. Переходим к орнаменту. Первый ряд начинаем 3 петлями нитью зеленого цвета, затем 1 коричневая. Начнем от середины пятки. Оставив хвостик, присоединяем контрастную нить и выполняем 3 зеленые петли. Меняя нити за работой, провязываем 1 коричневую, 3 зеленые. 1 коричневая, 3 зеленые. Следим, чтобы натяжение нитей позади полотна было органичным. Вяжем не стягивая, но не очень слабо. Ниточки нужно менять, подхватывая то сверху, то снизу, чтобы они сильно не перекручивались, усложняя работу. 1 коричневая, 3 зеленые. Так провяжем весь ряд. Второй ряд начинаем 1 зеленой петлей. Продолжаем, чередуя 1 коричневую и 3 зеленые в шахматном порядке относительно первого ряда. 1 зеленая, 1 коричневая, 3 зеленые. Меняя нити за работой, провязываем 1 коричневую, 3 зеленые. Третий ряд выполняем нитью коричневого цвета. В четвертом 1 зеленая, 2 коричневые, 1 зеленая. 1 зеленая, 2 коричневые, 1 зеленая. Продолжим, чередуя 2 коричневые и 1 зеленую до конца ряда. Начинаем пятый ряд. 2 коричневые, 3 зеленые, 3 коричневые, 2 коричневые, 3 зеленые, 3 коричневые. Продолжаем, чередуя 3 зеленые и 3 коричневые. Шестой ряд. 1 коричневая, 5 зеленых, 1 коричневая, 1 коричневая, 5 зеленых. Выполняя интервалы больше 4 петель, нити за вязанием можно один раз перекрутить в середине фрагмента, чтобы они не провисали с изнаночной стороны. 1 коричневая, 5 зеленых, 1 коричневая. Седьмой ряд. 2 коричневые, 3 зеленые, 3 коричневые, 2 коричневые. Продолжим, чередуя 3 зеленые и 3 коричневые. Восьмой ряд. 1 зеленая, 2 коричневые, 1 зеленая, 1 зеленая, 2 коричневые, 1 зеленая и так дальше. Девятый ряд, как третий, провяжем коричневой нитью.
10 ряд начинаем одной зеленой петлей, продолжим повторяя 1 коричневая, 3 зеленые. Провязываем 1 зеленая, 1 коричневая, 3 зеленые, 1 коричневая, 3 зеленые. Последний 11 ряд 1 коричневая и 3 зеленые в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. 3 зеленые, 1 коричневая, 3 зеленые, 1 коричневая, 3 зеленые. Орнамент закончен. Если в дальнейшем нить контрастного цвета задействована не будет, перед тем как ее обрезать, объединим с основной нитью и провяжем несколько петель обеими нитями сразу. Это обеспечит надежную маскировку кончика нити в вязании. Нить контрастного цвета можно обрезать. Обрезаем. Продолжим вывязывание носка лицевыми петлями на нужную длину. Примеряя, можно определить длину вывязывания носка до убавлений, преимущественно ориентируясь на мизинец ноги. Если недовязанный носок перекрыл мизинчик, то можно делать убавление. Ориентируясь по готовому носку, провяжем, скажем, 20 круговых рядов лицевыми петлями. Закрывать носочек будем приемом убавлений в 4 местах. Провязываем петельки с первой спицы, кроме последней. Перекидываем ее на следующую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Продолжаем вывязывать лицевые петли до конца этой спицы, а последнюю петлю не провязанной перемещаем на следующую спицу и провязываем 2 вместе лицевой с первой петлей. Таким образом поступаем с петельками на каждой спице, провязывая по спирали. С каждым рядом их количество будет уменьшаться на 4 петли. И так продолжаем до тех пор, пока на спицах не окажется минимальное количество петель, удобных для закрытия. Обычно это 3 или 2 петельки. Провязываем их вместе. Протягиваем нить через финальную петлю, обрезаем. При помощи крючка уводим кончик на изнаночную сторону. Там его закрепляем и маскируем в полотно. Все торчащие хвостики смело обрезаем, так как они прочно ввязаны в изделие. Получились классические носочки.